Всем привет, друзья! С вами Оля. Как оказывается, из самых бюджетных продуктов можно приготовить шикарное печенье, которое понравится всем без исключения. Рецепты проверенные, смело готовьте. Все пропорции продуктов не только в граммах, но и в стаканах и ложках вы найдете в описании под видео. Для начала приготовим мягкое шоколадное печенье на воде. Здесь нет подвоха, печенье получается очень вкусным. В миску разбиваем одно яйцо, можно прямо из холодильника. У меня яйцо крупное, отборного сорта. Добавляем 100 грамм сахара, 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара и щепотку соли. Перемешиваем венчиком просто до легкой пены, примерно 2 минуты. Как вы понимаете, сахар за это время раствориться не успеет. Далее вливаем 70 мл растительного масла без запаха и 50 мл обычной воды комнатной температуры. Добавлять воду в тесто для печенья – это для меня что-то новое. И честно скажу, думала, что будет не очень. Продукты перемешиваем. Следующими просеиваем 20 грамм какао и муку. Последним добавляем 1 пакетик 10 грамм разрыхлителя. Разрыхлителя добавляем много, поскольку в рецепте есть какао. Кстати, часть разрыхлителя можно заменить содой. К примеру, добавить 1 чайную ложку разрыхлителя с горкой и 1/4 чайной ложки соды. Замешиваем тесто ложкой, а затем руками. Муку всыпаем постепенно, ориентируемся на консистенцию теста. Важно тесто не забить мукой. После того, как я добавила 250 грамм муки, у меня тесто жидковатое, поэтому я добавила еще 50 грамм муки. Всего ушло 300 грамм муки, и вот каким получилось готовое тесто. Оно липнет к рукам, но держит форму, и с него мы сможем скатать колобок. Далее руки смазываем маслом. Берем 1 чайную ложку теста и катаем из него шарик. Затем его немного расплющиваем в лепешку. Заготовку кладем на противень, застеленный пергаментом. Тесто липкое, сухими руками сформировать шарики не получится. Также я пробовала руки смазывать водой, но в этом случае тесто прилипает к рукам. В общем, с маслом работать удобнее всего. Все заготовки выкладываем на противень, между заготовками оставляем небольшое расстояние. В конце теста обильно посыпаем сахарной пудрой. Выпекаем печенье в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 15 минут, но лично у меня ушло 12 минут. Готовность печенья проверяйте зубочисткой. Важно печенье не пересушить, зубочистка должна быть сухой. Готовое печенье аппетитное, диаметром 5 см и с небольшими трещинками. Выход с порции продуктов 20-25 штук в зависимости от размера печенья. Сверху печенье более твердое, а внутри оно мягкое, пушистое и сочное. Кроме того, на следующий день печенье такое же мягкое. Это печенье среднее по сладости с насыщенным шоколадным вкусом. В общем, я в приятном шоке, что возможно приготовить вкусное печенье из таких бюджетных продуктов. Печенье на воде – это для меня открытие. Если вы не пробовали такое, попробуйте, я надеюсь, оно вам также понравится. Следующим приготовим рассыпчатое ванильное печенье всего из одного яйца. Оно очень вкусное. В миску разбиваем 1 яйцо, желательно комнатной температуры, но можно и из холодильника. Добавляем 80 грамм сахара, это 4 столовые ложки. Всыпаем 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара и щепотку соли для баланса вкуса. Далее вливаем 100 мл растительного масла без запаха. Перемешиваем венчиком или вилочкой примерно 1 минуту. Вот что получается. Смесь однородная, растительное масло по бокам не отходит. Отдельно соединяем сухие ингредиенты. К муке 150 грамм добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 50 грамм любого крахмала. Если крахмала нету, замените его на муку. В 2 этапа добавляем сухую смесь. Предварительно просеиваем ее через сито. Поначалу замешиваем тесто ложкой, а затем руками. Если у вас яйцо крупное, как у меня, возможно, понадобится добавить еще 20 грамм муки. Готовое тесто очень мягкое и совсем слегка липнет к рукам. Далее берем 1 чайную ложку теста, катаем из него шарик и слегка приплющиваем. 1 бачок окунаем в сахар, а затем кладем на противень, застеленный пергаментом. Шарик снова приплющиваем, и получается круглая толстенькая лепешка. Таким образом формуем все печенья.
Выход 20 штук. Ну а чтобы печенье имело красивый узор, с помощью стаканчика делаем круглые дуги на поверхности. Тесто очень мягкое, и мы просто слегка надавливаем. На каждой заготовке у меня по 5 дуг. Выпекаем печенье в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-18 минут. Но вы, как всегда, ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Готовое печенье беленькое и совсем слегка золотистое по краям. Но тем не менее, печенье хорошо пропеклось со всех сторон. Выход из порции продуктов: 430 грамм домашнего печенья. Выглядит оно очень аппетитно. Диаметр каждой печенюшки примерно 6 сантиметров. Снаружи у печенья хрустящая корочка, а внутри оно очень рассыпчатое. Среднее по сладости, очень нежное, хрустящее и прям тает во рту. Действительно получается недорого, просто, быстро и самое главное, очень вкусно. Рецепт доступный для всех, и у каждого получится его приготовить. Пробуйте, очень надеюсь, что вам понравится. Я себе этот рецепт беру в копилочку. Последним приготовим шоколадное печенье с трещинками за копейки. Печенье получается как из дорогой кондитерской, по себестоимости экономное и самое главное, оно нереально вкусное. Для начала в миску высыпаем 150 грамм сахара, добавляем 60 грамм какао и щепотку соли. По желанию, чтобы сделать вкус какао более выразительным, добавляем 1 чайную ложку растворимого кофе. Также всыпаем 1 чайную ложку ванильного сахара. Затем вливаем 50 грамм растительного масла без запаха. Продукты перемешиваем миксером просто до однородности на низкой скорости. Так ничего не разбрызгивается. В итоге получается густая кашица угольного цвета. Далее по одному добавляем 3 средних яйца комнатной температуры. После того, как добавили яйцо, продукты взбиваем миксером на средней скорости примерно минуту. Когда я добавила первое яйцо, так долго взбивать не получилось, потому что масса загусла. Ну а после добавления второго и третьего яйца я, как по рецепту, взбивала в течение 1 минуты. Также в процессе убираем все лишнее со стенок, чтобы продукты хорошо перемешались. Отдельно к 120 граммам муки добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Сухую смесь просеиваем через сито и добавляем в 2 этапа в шоколадную массу. Тесто замешиваем венчиком. В итоге у меня получилось густое тесто, которое медленно стекает с лопатки. В источнике тесто чуть пожиже и легко стекает с лопатки. Как я понимаю, влияет размер яйца и качество продуктов. Заранее скажу, с более густым тестом все хорошо получается. Есть даже небольшой плюсик: печенье не так расплывается. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой в контакт, ставим в холодильник минимум на 2 часа или в морозилку на 30-40 минут. После холодильника тесто станет еще гуще. У меня оно с ложки не спадает, но в то же время тесто пузырчатое и воздушное. Формовать печенье из такого теста несложно. Берем 1 чайную ложку теста и с помощью 2 чайной ложки кладем тесто в миску с сахарной пудрой. Понадобится примерно 50 грамм. Тесто обваливаем в пудре со всех сторон и катаем более-менее круглый шарик. Добиваться идеально круглого шарика нет смысла. Во время выпечки печенье расплывается. Постепенно формируем все печенье. На каждое уходит 1 чайная ложка с небольшой горкой теста. Подготовленные шарики выкладываем на застеленный пергаментом противень на небольшом расстоянии друг от друга. С порции продуктов получается 24 заготовки. Выпекаем печенье в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов от 8 до 12 минут. У меня ушло ровно 10 минут. После выпечки печенье заметно подросло и потрескалось. А вот как оно выглядит с обратной стороны. Внешне это печенье очень аппетитное, симпатичное, как из дорогого кафе. Узор из трещинок придает свой неповторимый вид. С порции продуктов выход 500 грамм шоколадного печенья. Диаметр каждой печенюшки примерно 7 сантиметров. Внутри печенье мягкое, среднее по влажности. Снаружи есть тоненькая сахарная корочка. По вкусу это супер шоколадное печенье. Оно даже имеет легкую горчинку от какао. Настолько оно шоколадное. Печенье получилось вкусным и средним по сладости. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Как всегда, прошу, поддержите мое видео лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.